А что, если тебе поучиться чему-нибудь? Не хочу учиться. Хочу жениться. В моем доме не выражаться. Все русские существительные принадлежат к мужскому, женскому или среднему роду. Чтобы определить род существительного, нужно посмотреть на последнюю букву слова. Если слово заканчивается на согласную, то оно принадлежит к мужскому роду, например, пилот. Если слово оканчивается на «а», то это женский род, например, сестра. Если слово оканчивается на «о», то это средний род, какао. Кроме этого, есть и другие окончания. Если слово оканчивается на «й» или мягкий знак, то оно принадлежит к мужскому роду. Например, трамвай, «й», чай, «й», отель, портфель. Если слово оканчивается на «я», то это женский род. Например, лилия. Если слово оканчивается на «е», то это средний род. Например, море. А теперь вы определите род существительного. Давайте составим вот такие диалоги. Где трамвай? Он вон там. Где лилия? Она вон там. Где море? Оно вон там. Где авокадо? Оно вон там. Где атом? Он вон там. Где диван? Он вон там. Где попугай? Он вон там. Где икра? Она вон там. Где пирожное? Оно вон там. Где лосось? Он вон там. Где варенье? Оно вон там. Где ананас? Он вон там. Где печенье? Оно вон там. Где креветка? Она вон там. Где сок? Он вон там. Где молоко? Оно вон там. Где мороженое? Оно вон там. Где дыня? Она вон там. Где суп? Он вон там. Где черешня? Она вон там. Где сельдерей? Он вон там. Где янтарь? Он вон там. Где зебра? Она вон там. Где кольцо? Оно вон там. Где перстень? Он вон там. Где пижама? Она вон там. А где ремень? Он вон там. Где платье? Оно вон там. Где кит? Он вон там. Где золото? Оно вон там. Где лось? Он вон там. Где бабочка? Она вон там. Где голубь? Он вон там. Где жираф? Он вон там. Где змея? Она вон там. Где конь? Он вон там. Где гусь? Он вон там. Где свинья? Она вон там. Где олень? Он вон там. Где кот? Он вон там. Где сова? Она вон там. А теперь домашнее задание. Определите род существительного.